Всем привет, друзья! Добро пожаловать! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. Жмите лайки, подписывайтесь, присаживайтесь или вставайте, двигайтесь, я не знаю, пишите, что вы делаете. А мы здесь начинаем. Я рад приветствовать у нас в эфире всегда. Сегодня ко мне присоединяется Анна Гейшерик. И мы начали беседу, и вот не хватило времени. И я думаю, надо продолжить, потому что Анна и так у нас проявляется время от времени, но когда одна беседа не завершилась, хочется ее завершить. Так что, Ань, спасибо тебе за то, что нашла время вернуться, и заодно у нас появилась еще пара дополнительных тем, которые мы обсудим. Ну, хорошо, мы сегодняшний эфир проводим явно в городе Нью-Йорке. Нью-Йорк-Сити. Расскажи нам, пожалуйста, как у вас там политика, у вас выборы мэра, что-то происходит интересное или все скучно, как обычно, переизбирают? Шучу. Мамдани. Мамдани, да. Привет, очень приятно. Зрителям тоже всем привет. Просто в прошлый раз, когда мы разговаривали под конец, мы увлеклись другими важными темами, закончили, а кто-то еще в чате писал: я только ради Мамдани сюда пришла, а вы никак. Поэтому, да, видишь, смотри, мне просто интересно, как он волнует умы человеческие. То есть меня не столько сам Мамдани даже интересует, сколько, почему он такой феномен или феномен. Я привыкла феномен говорить, но теперь говорят, надо феномен. Почему столько людей, как он вот так вот поставил весь город на уши, и главное, не только город, а и Америку всю, и вне Америки, то есть Вот ты мне столько объясни начало с коммуникационного момента, почему Да. те, кто за него, называют его, кажется, Зохран, Зохран его зовут. а те, кто Зохран. против, называют его Мамдани. Я не замечала. Ты замечал такое, да? Да, я вижу регулярно от людей, которые очень, значит, футболка, не Мамдани, а футболка Зохран. Зохран. Но это, я думаю, так же, как такой как бы момент близости на «ты», да. Ну, смотри, вообще в американской политике же есть такая традиция. Камала, она была Камала, ее Харрис мало кто называл. Можно сказать, что по-русски так, потому что Харрис не меняется как фамилия женская, поэтому нам странно это немножко говорить про женщину, как из Клинтон тоже, у нас был Клинтон до этого, поэтому Хиллари называли Хиллари. Может быть, в этом немножко сексизма даже есть, что всегда женщин по имени называют в американской политике, но не всегда. Мне кажется, тут есть такой момент, что он нам нравится, поэтому мы его так называем. Зохран, да, то есть это ко мне не относится, я его Мамдани называю, не знаю, но я не могу сказать, что я его большой поклонник, как, может быть, те, кто прямо там, то есть Я уже футболочки слышу, свои. если бы ты была с ним на «ты», тогда ты его поклонница, а так мистер Мамдани, все понятно. Да. Футболочки я с его именем, безусловно, не ношу, но и с мэром Нью-Йорка я ни с одним не носила футболочки. Но это интересно, кстати, да, я не замечала, надо будет посмотреть, что кто против, типа, те по фамилии. По-моему, я видела, что его все по фамилии называют. А может быть, потому что Зохран красивое имя такое, не знаю. Он, конечно, экзотический тип. Вот, если кто-то не знает, у него довольно такие интересные родители, известные. Сам он родился в Уганде, в Африке, и у индусских родителей. И это довольно обычная ситуация. Здесь очень много иммигрантов индусского происхождения, которые родились, на самом деле, жили поколениями в Уганде, в Кении, в этих вот странах, потому что туда была, соответственно, большая миграция из Индии в свое время. В частности, ниши, интересно, что низшие касты, то, что в Индии считается низшие касты, там более темная кожа и так далее, которые там были, значит, низшими слоями, там, условно, общество не могли пробиться, там же кастовость была, я говорю, 100 лет назад, я не знаю, сейчас, наверное, тоже. Они, многие эмигрировали в Африку, потому что они в Африке становились как бы белыми людьми. И вот в Уганде и в Кении очень большая вот эта комьюнити, У община меня такая. было похожее ощущение, когда я переехал в Висконсин из Юты. Я подумал, что я похудел. Просто посмотрев вокруг, я думаю, по сравнению с местным населением я явно похудел. Ну да, вообще это интересный такой феномен.
И что лучше быть там первым парнем на деревне или последним парнем, да, в городе. Но, ну вот, я даже должна сказать, что многие психологи, мы уже с тобой разговаривали на тему про нашу иммиграцию, почему они там расисты такие, Брайтон-Бич этот весь, да. Так у этого самого нашего Брайтон-Бича тоже есть, в общем-то, такая социально-психологическая тема, что многие уехали там от антисемитизма и прочего, и вдруг здесь они себя смогли почувствовать белыми людьми за счет того, что теперь можно подискриминировать кого-то другого. Вот. Ну, в принципе, то есть это вполне человеческая, понятная вещь. Но я сейчас не об этом, это не про, ну, то есть я просто такая историческая справка. Вот. Но на самом деле его родители переехали в Америку, отец его в Колумбийском том самом университете, который все так ненавидят теперь, преподает в какую-то там социальную, какую-то гуманитарную дисциплину, я уже не помню, что он там преподает, но он большой там борец Как всегда был. уничтожить государство? Да, типа того. Но он, по-моему, какие-то африканские там стадии. Нет, не африканские стадии, это сам Зохран изучал. Не помню, короче говоря, что он там учит, но что-то такое гуманитарное. Вот. И он выступатель, такой большой отец его, судя по всему. Я раньше про него особо ничего не знала, но вообще он всегда выступал там против капитализма, за там, не знаю, всякую там социальную демократию и так далее. А вот мама его еще более интересный человек. Мама, она очень известный режиссер. Мира Нейр ее зовут. Она сняла несколько прекрасных фильмов. «Миссисипи Масала» ее фильм был, самый первый фильм в 90-е, еще у нее был «Камасутра». Я помню, как мы ходили в кинотеатр смотреть, он к Камасутре никакого отношения, конечно, не имеет. Фильм, название такое броское, но на самом деле это про там 15 века Индию или что-то такое, красивая там история про принца, принцессу и там любовников принца и принцессы. Очень-очень красивый фильм снимает. Вот, поэтому она довольно известный человек. В общем, интересная семья. Вот. И сам этот Зохран, он, или Зохран, он вырос в Нью-Йорке, он окончил очень хорошую школу. Он сначала учился в детстве там в частной какой-то школе, за что сейчас его гнобят, что типа как это он учился в частной школе, а теперь за социализм топит, да. Ну, ребенок как бы не выбирал, в какой школе ему учиться, а это к его родителям могут быть там претензии, но и родители же не баллотируются на роль мэра. А потом он в старшей школе уже он учился в одной из очень хороших именно школ, где и технические науки очень хорошие, всякие науки, и науки хорошие. У меня дети друзей там учились, в общем, такая известная школа. То есть, короче говоря, как сказала одна моя подруга, у которой ребенок учился в той же школе, она сказала, ну, считать, таблицу умножения он знает, короче говоря, если он эту школу закончил. Вот, то есть он достаточно должен быть такой человек. Образованный, умный. Он молодой, он симпатичный, он популист, вне всяких сомнений. Но у нас сейчас политика популистов везде, да, Зеленского популистом называли, Трампа уж сколько популистом называли, да. Всех, кто говорит то, что люди как бы хотят слышать, всех называют популистом. Что, может быть, и Вот правильно. Джо Байден был не популист. Нет, ну Джо Байден был в политике 50 лет, понимаешь? Что с ним закончилось? Да, вот не популист. Да, вот, и он 50 лет примерно, да, одно и то же говорил. Хотя, когда он был у Обамы правой рукой же, да, и до этого еще тоже его обвиняли во всех смертных грехах, как будто это от кого-то, от чего-то спасало, да. Ну, и Байдена винили во всем. Всех винили во всем, если не нравится то, что они Теперь делают. очередь Если Зохрана, но, по крайней мере, он теперь не очередь метит Зохана. президенты. Он не только что не метит президента, он не может быть президентом, потому что он не родился в Америке. Поэтому единственный способ ему попасть в президенты, это если Дональд Трамп изменит всю нашу конституцию, чем он занимается потихоньку. Сейчас он отменит там право государства гражданства по рождению, Трамп хочет, потом он начнет отнимать гражданство натурализированные, которые дали людям, иммигрантам, а потом он еще что-нибудь придумает, например, да, если он захочет, там Илон Маск, да, у нас большой претендент на всякие посты, который не родился в Америке. Поэтому если, например, он занесет, как говорят в России, достаточное количество денег в Белый дом, то, может быть, и изменят и эту поправку, да, и поменяют, чтобы мог Илон Маск стать президентом, право рождения. А там, глядишь, и Зохран подойдет, воспользуется. Но это все ерунда и шутки. А на самом деле никакого президента он не претендует.
Мало того, и вице-президент тоже не может быть, потому что вице-президент может стать автоматически президентом, если что-то случается с президентом, поэтому он тоже не может быть нерожденным в Америке. Так что тут это вопрос закрыт. Ну, тут другое интересно. Мне как жителю Нью-Йорка просто прикольно, что как, во-первых, Нью-Йорк всех взволновал резко, и все так хотят устроить, как нам жить тут в Нью-Йорке, из Израиля, понимаешь, всем Израилем они хотят теперь, переживают, как мы тут бедненькие в Нью-Йорке будем жить. А при этом, когда мы хотим что-нибудь про Израиль там сказать и устроить что-нибудь в Израиле, на что, в принципе, я считаю, мы имеем гораздо больше оснований, потому что наши налоги идут на помощь Израилю, потому что от нас требуют, от нас, евреев американских, нас припирают всех к стенке и требуют, ты скажи, за кого ты, чтобы ты, не дай бог, там не за палестинцев и все это, иначе ты предатель. То есть у нас должна быть какая-то лояльность по отношению к Израилю просто по умолчанию. Но и нас, а иначе молчите, ругать вы не имеете права, потому что вы не сидите под бомбами. Но при этом у них у всех есть мнение по поводу того, как нам жить даже не в Америке, а конкретно в Нью-Йорке, да. Вот. Это интересный момент. Всех взволновал мэр Нью-Йорка. У нас были мэр Нью-Йорка, значит, был Руди Джулиани. Когда я приехала в Америку, как раз начался Руди Джулиани, который был самым знаменитым мэром, наверное, в мире довольно долгое время. Он такой эксцентричный был чувак, католик, правый, ну такой он был республиканец, но он был не сильно там правый. То по сравнению с тем, что сейчас там эта мага вся упоротая, да, конечно, он был на тот момент адекватным. Но он усилил полицию, ну то есть все, что правый будет делать, в принципе, мэр, он делал. Запрещал там что-то, какие-то были скандалы, он какие-то выставки там неприличные запрещал. Не то, что запрещал, не хотел давать городские деньги, значит, поскольку он католик. Вот это, понимаете, мы жили в такие времена, вот эти, я сейчас вспоминаю, эти благословенные 90-е. Просто благостные, когда основными нашими проблемами, по поводу которых мы возмущались и выходили на демонстрации, было то, что какую-то африканскую выставку в музей в каком-то не дали федеральное, то есть в смысле городское финансирование, потому что там что-то было не совсем приличное, а мэр католик. Ой, мы так возмущались. Дожили, понимаешь, вот это было счастливое время. Ну вот, потом он сошел с ума, Руди, слегка. Как мы все знаем, последние там 10 лет всю свою наследство, так сказать, свое политическое, которое было бы очень хорошим, он и 11 сентября же, он был мэром, в общем, он мог уйти, он как король ушел, да, несмотря на все его недостатки и сумасшедшину эту всю, но в итоге он стал клоуном, он стал, который теперь запомнится там текущей краской черной по лицу, и если ты помнишь эту историю, и тем, что Борат с его подловил в какой-то гостинице женщину там какую-то, тоже этот бред, и главное тем, что он абсолютно опозорившись защищал Трампа и врал за него, и все что угодно. Ну, такая печальная судьба всех, кто вписывается за Трампа. Вот. А потом у нас был Блумберг мэром, ну, просто, опять же, чтобы люди понимали, что у нас происходило. За что голосовал наш город? За Джулиани дважды, за Блумберга дважды. Майкл Блумберг, он, безусловно, более нейтральный, скажем, чем Джулиани. Джулиани прям был республиканец, а Блумберг, он ушел уже как независимый. Он не левый вообще никаким боком, он глава всего этого, как это называется, концерна Bloomberg, да, по которому сверяют там все экономические там новости. Финансовые новости. Финансовые новости, то есть он именно такой человек капитала, он человек денег, он человек, он очень богатый, он социально скорее либеральный, ну, это город Нью-Йорк, тут консервативным, ну, только Руди мог там за счет своих этих, своей харизмы как-то выжить, а так, в принципе, город достаточно либеральный. Блумберг был такой социально нормальный, не давил, но экономически все, он был очень консервативный, он снизил налоги там какие-то, он вместо налогов начал штрафы брать, тут же деньги откуда должны браться. То есть если человек вам говорит, что он снижает налоги, в таком городе, как Нью-Йорк, а деньги откуда должны идти. Значит, что он делает? Он начинает деньги брать другими способами. Например, он очень ужесточил всякие штрафы, то есть он понаставил по городу камер, которые на красный свет, там превышение скорости, а тут ну, все ездят как попало, ходят как попало, да, он начал просто штрафовать, то есть четко, когда Блумберг пришел к власти, что он там снизил, какие налоги, этого я не заметила по своим деньгам, зато я заметила, что стабильно раз в месяц приходит по штрафу за какую-то ерунду полнейшую, ну, то есть там на 3 километра в час там ты что-то там где-то превысил.
Вот, поэтому и тоже его за это ругали, соответственно, что он, наоборот, с бедных, получается, берет деньги, а не с богатых, таким образом. Но он очень успешно был мэром, построил очень много всего в городе при нем, построилось много парков хороших там каких-то, и все нормально. Потом выбрали Ди Блазио. Ди Блазио был левый, вот он был прям... И пошло-поехало, он социалист, он там тра-та-та, но ничего страшного не произошло. Самое социалистическое, по-моему, что он сделал, это построил везде велосипедные дорожки. И все, и все, значит, правые консерваторы, они страшно возмущаются этими велосипедными дорожками, понимаешь? Потому что это чисто левацкое занятие. Ну, прекрасно, я вот благодаря этому купила скутер и езжу по этим дорожкам, вместо того, чтобы парковаться неизвестно где. Вот. То есть все было в принципе нормально. Чуть правее, чуть левее. Я это рассказываю к тому, что город Нью-Йорк в принципе всегда голосовал за разумную достаточно середину, а то и за правых. Это очень либеральный город Нью-Йорк, потому что одно дело президент, тут есть большая разница. За президента голосуют однозначно за демократов всегда. Но за локальные власти, мало того, в штате Нью-Йорк губернаторы были республиканцы. Несколько губернаторов, при мне был, Патаки был губернатор-республиканец. То есть нью-йоркцы местно голосуют по-разному. Они голосуют за людей, за программы, а не просто партийно, по партийным линиям. Вот, Ну и за опять же, президента есть другой. разница между как голосует штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк. Безусловно, но даже в городе, даже, ну, во-первых, город очень сильно влияет на штат, потому что количество людей, все такое, поэтому у президента нет шанса. Весь штат Нью-Йорк будет все равно голосовать за президента, демократа по-любому. Но губернатор все равно выбирали республиканцы пару раз, и мэров даже. Вот мэр, вот уж город Нью-Йорк это точно, да, но все равно люди голосуют достаточно разумно. Потом выбрали этого Адамса, который он демократ, но он такой не сильно, там он тоже такой довольно центристский человек, в принципе. Вот. Я к чему это все говорю? К тому, что то, что сейчас на праймере, на демократических, мы еще не знаем, конечно, как будет голосовать город на общих выборах, но то, что прокатили Куомо вот настолько сильно и уверенно, и побежали люди, просто задрав штаны. Там было что-то аномальное, то ли дождь, то ли жара, я уже не помню, что там были в эти выборы, поэтому вообще там, ну, побежали люди голосовать за этого Зохрана Мамдани. Меня это поразило. Я, честно говоря, думала, что, ну, выйдет такой человек, он все поулыбаются, все скажут, да-да-да, какой хороший, интересный мальчик, сейчас мы вас попугаем, как мы его, если что, выберем, но люди пошли и реально за него проголосовали. Значит, что-то в городе осознанное произошло. Я подозреваю, конечно, что, но это уже отдельный вопрос. То есть, ну, людей, видимо, достали. Значит, что происходит? Ну вот Ты задай имеешь в виду вопрос. антисемитизм? Я думаю, скорее наоборот. Людей достали этим антисемитизмом, во-первых. А, Обвинениями в антисемитизме. То есть, Что когда значит такой... достали обвинениями в Да, да, антисемитизме? да, конечно, потому что Мамдани, он же, в принципе, обратная фигура, как бы, то есть он гроза якобы, значит, евреев, которые боятся антисемитизма. Так его представляют себе. Он мусульманин, это, кстати, то, что мне в нем не нравится, не потому, что мне не нравятся мусульмане, а потому что я не хочу религиозных вообще в роли. Я хочу атеиста видеть главой Нью-Йорка. Нью-Йорк должен быть нейтральным атеистическим городом, которым он является. Поэтому что Джулиани с его католицизмом, который он пытался пихать, при этом одновременно спал со всеми секретаршами, ну, все как обычно. Вот, что, в общем-то, любой другой там мусульманин или религиозный еврей, или кто бы он там ни был, я очень против этого. И как раз вот Блумберг и Ди Блазио, вот эти последние наши мэры, они были очень нейтральны, никто про их религию ничего не знал. Блумберг еврей, конечно, но ничего религиозного в нем не было. Как и про Ди Блазио тоже, он наверняка там какой-то католик, но никто про это ничего не знал. Вот. И так, я считаю, это должно быть. То, что он подчеркивает, что он мусульманин, мне это не нравится, опять же, только с точки зрения того, что никакая религия не должна быть в общественном пространстве, я считаю. Кроме этого, он социалист, он себя называет прямо социалистом. Вот, то есть он даже левее, судя по всему, социал-демократов, и вот это основная вещь, я хотела об этом поговорить, что такое разница настоящая между социал-демократами и социалистами. Вот он себя, значит, называет социалистом и мусульманином, и
Он выступал, конечно же, там до всего этого. Я так понимаю, что он сам не ожидал, что вот так вот прям. Это мне немножко, это знаешь, кого напомню? Сейчас меня, конечно, убьют за это сравнение и закопают прямо, готовься, тазик готовь. Зеленский так начинал, который шутил, типа, что он будет президентом, да, вот сериал на эту тему снял, а потом раз и стал президентом. Опять же, мне нравится очень Зеленский, извините, люди сейчас отпишутся все, ну, вот. Но бывает такое. Вот человек популистский, конечно же, Зеленский тоже как популист пришел к власти. Вот. Сам пошутил, сам посмеялся, а потом вдруг раз, и люди за него проголосовали. Вот мне кажется, что с Мамдани такая же была ситуация примерно. Вот. И ам, он симпатичный там и всякое такое. Но ребята, почему место мэра Нью-Йорка, который должен заниматься городом, жильем, тут куча проблем. Дико дорогой город с мусором, который там еле вывозят, с крысами, которые бегают по Центральному парку и не только толпами. Метро, которое там еле работает, ну, то есть оно-то прекрасно работает для такого огромного города, но если ты тут живешь, то очень много проблем всяких с этим связано. Не справляется просто метро, старое, 150-летней давности метро, не справляется с этим количеством всего, оно старое и так далее. Все больше и больше денег на него уходит. Школы. Тут есть очень много очень реальных проблем, которые нужно решать и балансировать между город контрастов. Надо балансировать между простыми людьми, достаточно бедными, которые тут живут. Все, кто вы думаете, в Нью-Йорке работает кассирами, продавцами, уборщиками и даже учителями. Да? Даже учительская зарплата, в принципе, неплохая, она не покрывает жизнь в Нью-Йорке. И огромным количеством очень богатых людей, финансистов, Уолл-стрит, актеры, певцы там и прочие всякие там богачи, иностранные всякие олигархи, которые скупают тут жилье и так далее. Вот между этим всем надо балансировать. Корпорации, которые поднимают цены безумно, и бедные люди, которые тоже должны тут жить и работать, или средний класс, да, вот, обычно. Проблем много. Почему вместо всех этих проблем или, скажем, обязательным довеском ко всем этим проблемам припирают к стенке любого и заставляют, а скажи, что ты думаешь про палестинские демонстрации на кампусах университета? И за кого ты, за Израиль или за палестинцев и так далее. Вот этот момент, он достал всех. Он достал меня, безусловно, уже. И он достал очень многих. Почему это главная проблема на всех наших выборах? Мы не выбираем мэра Израиля здесь. Мы выбираем мэра Нью-Йорка. Почему? Окей, ты сказал, что ты считаешь, что зря Израиль бомбит палестинцев, и ты... Окей, прекрасно, забыли эту тему. Ментальную галочку поставили, если кому-то это важно, они это будут иметь в виду. Или ты сказал, что да, я поддерживаю Израиль, и тра-та-та, поставили ментальную галочку, имейте это в виду. Почему это становится основным вопросом всех наших выборов? Вот людей, по-моему, это уже, во-первых, задрало, достало, поэтому да. Ты знаешь, у меня такое воспоминание из опыта самоуправления, когда если перед горсоветом поставить там, как собрать ракету или что-то, я не знаю, сложное, это сложно будет горсовету решать. А вот если сказать, в какой цвет покрасить велосипед, то это можно долго обсуждать и так далее. Это как бы есть темы, которые люди могут обсуждать, а есть темы, которые люди не могут обсуждать. И, возможно, когда люди заканчиваются на эмоциональных темах, то это подчеркивает то, что они не в состоянии думать о процессе бюджета, городского бюджета, на что городской бюджет тратится, куда он будет потрачен. Кстати, у вас есть другие кандидаты, один из которых, с одной стороны, обвиняют в коррупции, а с другой стороны, поддержали все полицейские профсоюзы. Вот что у вас там происходит? Или это вы все только про антисемитизм, понимаешь? Да, совершенно верно, я с тобой абсолютно согласна. И Мамдани этот самый пытается сказать, ребята, вот у меня такая платформа, вы с ней можете не соглашаться, она там прекраснодушная, социалистическая платформа, он хочет заморозить рент, тоже я сейчас могу об этом немножко рассказать, все таки заморозить рент. Нью-Йорк завтра опустеет. Во-первых, ребята, Нью-Йорк никогда не опустеет. Про то, что в Нью-Йорке, понимаете, упадут там цены на что-то. Я слышу ровно те 30 лет, которые я тут живу. Была
Рецессия У 2008 нас в года. Висконсине намного дешевле, и все равно народ не покидает Нью-Йорк. Вот. Почему-то все эти, правые, меня вот поражают эти люди правые, трамписты какие-то, консерваторы, республиканцы, которые тут всегда жили. И всегда жаловались на этот проклятый социализм в этом проклятом Нью-Йорке с крысами и со всем. Почему они в Луизиану не переезжают? Я не знаю, что у вас там в Висконсине, но в Луизиане точно все как им нравится. В Миссури там какой-нибудь. Не, сидят. Вот во время ковида только кто-то там во Флориду переехал, но только потому, что вот там пляжи открыты были, и можно было ходить по Потому улице что без мы ничего. не должны уезжать, они должны уезжать. Вот, ну, может быть, да. Но они отсюда не уедут. У меня для вас плохие новости. Вот. Мы отсюда никуда не уедем, потому что мы наконец-то нашли город, который нам нравится, а вам этот город не нравится. Ну, окей. Вот. И почему-то мы голосуем не так, как вам нравится. Еще раз, я должна, наверное, начать было с этого дисклеймера, да, что я не поклонник Мамдани. За кого я буду голосовать, я не решила еще. И вполне вероятно, что не за него или вообще ни за кого. Я не знаю. Муж мой точно сказал, что он за него не будет голосовать. Популизм ему не нравится и так далее. То есть я не поклонница Мамдани. Что интересно, да, но при этом я и не в ужасе от него. И вот этого уже достаточно. То есть я не в ужасе от Мамдани, я не кричу, что он антисемит, проклятый коммунист, марксист и мусульманин, и сразу одновременно всех замотает в куфию и заставит там бесплатно жить, и еще что-то где-то в каких-то квартирах. И уже того, что вот я этого не боюсь, на меня за это ополчились очень многие, да, даже мои вот там френды достаточно левые, достаточно либеральные, да, они очень ополчились, потому что я отказываюсь его там как-то клеймить, он меня не пугает, он меня реально не особо пугает. Я вам скажу про замороженный рент. Он заморозит рент. Ну, во-первых, тут дикие цены на жилье, безумные, да, то есть просто люди, которые просто живут в Нью-Йорке и работают на обычных работах в Нью-Йорке, по сути, не могут позволить себе здесь жить. Бороться рыночным методом за это все не получится. Вот эти вот все иллюзии, когда приверженцы рынка рассказывают, что надо все дерегулировать, и тогда цены упадут. А с чего они упадут? В Нью-Йорке никакого свободного рынка быть не может в принципе. Объясню почему. Здесь такое количество богатых людей, которые съезжаются в Нью-Йорк не из-за рынка, да, вот рынок – это ситуация, когда из Калифорнии народ в Техас переехал. Да, вот это вот действительно рынок, там ниже налоги, они там решили, что вот несмотря на какие-то вещи им там будет лучше, им создали условия, они поехали, теперь там тоже цены растут. А штат левеет потихоньку из-за того, что калифорнийцы переехали в Техас. Вот это вот рынок. А в Нью-Йорке не рынок, потому что в Нью-Йорке есть абсолютно не рыночная составляющая. Здесь есть культура, это центр культуры, и куда едут все там голливудские рок-звезды там и так далее, просто потому что здесь определенная есть культурная сцена. Это не рыночное соображение. И куча людей, которые... Одно дело корпорации. Если бы только дело было в богатых корпорациях, ну, можно было сказать бы, да, они здесь, потому что налоги ниже, поэтому они здесь. Если вы поднимете налоги, они уйдут. Хорошо, это аргумент, да. Но куда все денутся? Никуда не денутся все эти олигархи, кстати, российские, иностранные, которые скупили тут кучу жилья в городе, которое полупустое стоит. Все эти актеры, певцы и прочие люди, они ничего не производят, они ничего не дают. Корпорации дают, вы можете ругать корпорации, говорить, что они там жадные, что правда и так далее, но есть аргумент, что корпорации создают рабочие места, создают инфраструктуру и так далее, они помогают городу. Вот эти все богатые люди по типу голливудских актеров, они никак городу не помогают, они не создают рабочие места, они ничего не делают. Они скупают здесь богатое жилье дорогое, при этом многие, вот типа, я знаю, у меня есть инсайдерская информация, вот знаменитого одного, допустим, певца, британского, которому вот мой муж, архитектор, например, делал квартиру возле Центрального парка. Так вот, прекрасный певец, я очень люблю, но у него ужасно дорогая квартира где-то возле Центрального парка, он высчитывал дни в году, сколько он может здесь пробыть, чтобы не платить здесь налоги. Вот ровно там есть какой-то срок, да. Потом он уезжал куда-то там в свой обратно Лондон, в Лос-Анджелес и так далее, чтобы не платить налоги. То есть эти люди избегают, наоборот, налоги, они не платят налоги, в отличие от корпораций, стараются, во всяком случае, они ничего не делают. То есть я к чему говорю, что простому человеку, вот рынок состоит из них. Если они есть и составляют огромное количество этого города, плюс корпорации, плюс все вот это богатое, дорогое, Уолл-стрит и так далее,
они всегда будут поднимать цены. Лендлордам всегда будет выгодно сдавать более дорогое, чем более дешевое. Обычные люди не могут соревноваться с этим. Это нечестный рынок, да, который сам себя регулирует, потому что есть вот эта нерыночная составляющая. Поэтому заморозка рента. Какой кошмар, какой кошмар. Окей, у нас 2 года назад тихо, без пыли, без шума и без этого самого был какой-то шум, конечно, естественно, в основном от лендлордов. Сделали всеобщий стабилизированный рент в городе. Его уже сделали 2 года назад, без всякого мамдания. Мамдания никто не знал. Тут всегда была такая тема стабилизационная рент, стабилизированный рент для многоквартирных домов, которые сдаются как под сдачу. Не частные дома, там, кондо, которые люди, частные квартиры могут как угодно сдавать. Если ты корпорация, которая владеешь, компания, владеешь домом многоквартирным, который сдается чисто под рент, были регуляции всегда. Им давали какие-то скидки налоговые лендлордам, а за это они не должны были поднимать рент выше определенного процента одним и тем же жильцам. И это позволяло таким людям, как я, по 20-30 лет жить в городе. Иначе, если завтра тебе приходит лендлорд и говорит, а теперь мы с тебя берем 3000 в месяц за квартиру, это уже дешевая квартира, 3000 в месяц, то мы должны уезжать из города просто. Потому что ему всегда выгоднее сдать вот тому богатому, который приедет в город, потому что ему так больше нравится. Вот, поэтому всегда была эта стабилизация, а 2 года назад ее сделали всеобщей. То есть сделали какой-то процент, выше которого не могут лендлорды поднимать тебе аренду, а главное, не могут прекратить без особых причин тебе контракт. Если ты не платишь, могут, да, конечно, но просто так выгнать тебя не могут. И ничего, прекрасно, мы живем тут уже 2 года, цены не выросли, я так не вижу, они и так под потолок уже выросшие, но, по крайней мере, таким людям, как я, это позволяет здесь жить. Такие люди, как я, это люди, которые работают на обычных работах, никакие не на пособия живут здесь по 20-30 лет, да, могут позволить себе жить. Окей, поэтому в идее там какой-то заморозки рента, да, это более радикальная идея, то, что Мамдани предлагает, но это не настолько радикально, как вчера у нас был свободный рынок, и все делали, что хотели, а завтра будет заморозка. Ничего подобного. Тут всегда идет это все в сторону регуляции, иначе этот город не сможет существовать. У вас уже есть тогда все детские сады, бесплатные автобусы Совершенно верно. и продовольственные магазины, и что еще? Бесплатные сады уже есть. Ты смеешься, да, ты шутки шутишь, а на самом деле бесплатные сады лет 10, по-моему, назад уже сделали. В том-то и дело, прискул и сады бесплатные в Нью-Йорке сделали давно, лет 10 назад, тоже пошумели. И Тогда что он приказчик при предлагает? Блумберге. Вот, я говорю, бесплатных автобусов нет. Вот он бесплатный автобус. Сейчас мы все вот сделаем бесплатные автобусы, и тогда все умрут в этом городе. Он хочет бесплатные автобусы. Я к чему говорю, что вот это все идет в сторону регуляции всегда, иначе в этом городе жить невозможно. У нас бесплатные сады. Вы, ребята, вот, которые против так социализма и мамдани вне Нью-Йорка, вы об этом знали? Вы об этом не знали. И что? У нас бесплатные сады. Значит, он предлагает бесплатные автобусы, да. Ну, окей, я не знаю, что эти автобусы, это не критичная вещь. Ну, хорошо, хочешь бесплатный, будет полно есть мест с бесплатным транспортом в Европе для жителей города. Вообще, если с Европой сравнивать, вообще непонятно, что, в чем вообще проблема, да. Вот. Теперь он предлагает сеть бесплатных продуктовых магазинов. Ну, в смысле бесплатно? Почему я говорю бесплатно? Государство. Конечно, не бесплатно. Сеть государственных магазинов, где не то, что он все магазины заставит быть бесплатными, ну, понятно же, что это нереально абсолютно, и никто этого не хочет сделать. Но сделать государственную сеть продуктовую, в которой он, я так понимаю, за счет того, что он им будет давать либо скидки, либо какую-то бесплатную аренду, потому что тут же все почему дорого, потому что этот несчастный магазин должен платить безумные деньги за землю, на которой он находится, да, и аренду, и все вот это вот. Какие-то налоговые скидки, допустим, что снизит вот эту вот, то, что магазин отбивает с покупателя за счет цен. Вот, и снизятся цены в этой сети. А остальные, значит, я так понимаю, что в виде конкуренции должны будут то что-то снизить или не снизить. Вот, поэтому ничего, ну хорошо, но будут какие-то магазины, которые город спонсирует за счет налогов, допустим. Это же не бесплатная там еда, понятно. Я не знаю, он для всех их сделает, не для всех. У нас уже есть кооперативные магазины, кстати, это довольно популярная тема. В Бруклине есть прекрасный совершенно с органической там едой и так далее магазины, на которые люди, которые живут рядом,
там надо именно по адресу, то есть я не могу туда приехать из другого района. Люди, которые там живут, они каким-то образом вкладываются в этот магазин, бесплатно работают некоторые там, то есть если ты там живешь и, допустим, 5 часов в неделю, например, работаешь в этом магазине, вот, то есть настоящая коммуна, это прям вот уже коммунизм, то ты там получаешь какие-то огромные скидки на достаточно дорогую органическую еду, и там дешево все. Уже это все есть. Если копнуть, то очень многие вещи есть. Есть коммуны, есть организаторские такие вещи, есть всякие скидки налоговые. Просто главное это не назвать социалистом. Если человек выходит и говорит, я хочу сделать все то же самое и назвать себя социалистом, все ложатся и падают в обморок. Ну, кроме молодежи. Кроме молодежи. И не только молодежи. Побежали целыми районами голосовать. Это поразительно просто. Молодежь, ладно. Не только молодежь. Я вот сейчас разговаривала с женщиной, 81 год. Я тут делаю одолжение там одной соседке пожилой очень. Ей нужна так, помощь нужна медицинская и так далее. В общем, я ей помогаю. Чужая женщина. Вот. Она прожила в Нью-Йорке там всю свою жизнь, родилась здесь и все. Тоже живет, кстати, 30 лет в одной квартире только за счет того, что снимает стабилизированный рент, потому что если бы ей повысили цену, она пожилой человек, и она не может уже ничего заработать больше, она должна была бы уехать из города просто. Вот человек всю жизнь прожил и не смог бы. Только стабилизированный рент ее спасает. Вот ей помогает. Так она так очень осторожно говорит, она еврейская тоже женщина, говорит, ну, да, вот наши тут ортодоксальные евреи, они его очень сильно не любят, ну, вот он же интересные какие-то вещи предлагает, а почему нет, понимаешь? Вот я уже, она так осторожно, она явно хотела мою реакцию выяснить, потому что реакция очень поляризованная. Вот. Но тут еще проблема в конкуренции, значит, с кем. Тут дело не только в Мамдане, дело в том, кто против него идет. Если бы против него кто-то шел нормальный, адекватный, центристский, там, скажем, как обычно, я думаю, что победил бы тот другой, потому что все-таки достаточно людей, которые боятся вот такого нового кардинального. Но кто идет против Мамдани? 3 человека, сейчас 4-й еще будет. Значит, идет с республиканской стороны некий Куртис Слива его зовут. Значит, это клоун просто, которого я помню еще по консервативному радио в 90-е. Он там вот был со всей этой шоблой Раш Лимба, Хеннети. Ну, все, знаешь, что такое консервативное радио? Да? Но эти люди и остальные добились достаточно больших успехов. Да, он вот сидит тут в Нью-Йорке и все пытается мэром стать. Он хоть в красном берете, всю жизнь у него такая, значит, трейдмарк такой. Он ходит в красном берете, и он такой, он начинал как какой-то, знаете, вот эти вот виджиланты, или как они называются, ну, которые тут патрули, типа, ходят по улицам, какие-то патрули, чего-то от кого-то патрулируют. Дружины. Да, дружины. Вот. И он правый, такой очень правый, клоунский тоже чувак. Единственное его, что его спасает в Нью-Йорке, что он публично ненавидит Трампа. Есть такие люди. То есть он анти-Трамп, но при этом он говорит все то же самое, что Трамп. То есть он, вся повесточка у него вся та же самая, борьба с иммигрантами, там все вот это вот богатые налоги значит, на бедных вместо богатых. Ну, в общем, вся программа у него точно как у Трампа, просто он не любит самого Трампа, не знаю уже почему. Это его как-то еще держит на плаву. Ну, и он клоун полнейший. В общем, он пытался уже стать мэром, ничего у него не получилось, и сейчас, я думаю, тоже не получится. Это с республиканской стороны у нас такое. А с демократической стороны идет нынешний мэр Эрик Адамс, про которого ты упомянул, который, ну, такой нормальный середнячок, в принципе, но с огромным-огромным багажом проблем, потому что он, как выяснилось, коррумпированный, брал прямиком деньги, взятки у Турции. Почему у Турции, я не знаю, ну, какие-то контракты, видимо, он им разрешал на стройки за то, что они ему там что-то платили. Ну, чистая коррупция такая. Вот. И его за это, на него подали в суд, значит, прямо его судят там федеральным судом, насколько я знаю, его судят. Могу ошибаться здесь. Вот. И тут пришел Трамп и сказал тут же Адамсу, что он его освободит от судебного преследования, остановит судебное преследование, если Адамс будет с ним сотрудничать в плане запускания в город Нью-Йорк иммиграционной службы, вот этого самого ICE, про который мы с тобой в прошлый раз вели передачу.
Нью-Йорк, по идее же, должен быть, это называется Sanctuary City, то есть город убежище, да, и здесь, по идее, должны бороться со всеми этими преследованиями от миграционных служб. А Адамс сказал, хорошо, то есть ради личной, ради того, чтобы его не брали за жопу, вот, он согласился на все требования Трампа. Все, на этом он потерял, конечно же, нью-йоркские все голоса. Поэтому он, да, он при этом пытается продолжить, идет обратно э, на выборы. А самый интересный кандидат – это наш бывший губернатор Куомо, Эндрю Куомо, который был губернатором Нью-Йорка довольно долго, включая ковидные времена. Он был очень успешным э, кандидатом. И вот это вот самая печаль для меня, потому что если бы не то, что он потом сотворил, я бы голосовала за него, например. Вот я человек, который, наверное, проголосовал бы за Куомо. Я такой довольно не радикальный человек, скажем так. Я в свое время голосовала за Хиллари, вот, не бежала голосовать за Сандерса, скажем так. То есть я бы проголосовала за Берни Сандерса, если бы в итоге был Сандерс против Трампа. Конечно, я бы проголосовала за Сандерса. Но на праймери, на выборе внутри демократической партии между Хиллари и Сандерс, мне было, в общем-то, неважно. То есть у меня не было таких сильных чувств ни в одну, ни в другую сторону. По всем тем же соображениям, что сейчас между Мамдани и это самое. Но сейчас интересная ситуация, потому что Куомо выступает как бы в роли Хиллари тогда, а Мамдани выступает в роли Сандерса тогда. С одной разницей. Мамдани, безусловно, гораздо более лево радикальный, чем Сандерс. Ну, не гораздо, более. А вот Хиллари, в отличие от Куомо, не имела никаких легальных проблем. Она была абсолютно, так сказать, там, чиста перед законом. А Куомо, он, в принципе, как Хиллари, такой же демократ-центрист, как и она, который всегда поддерживал корпорации. Это же левый, ультралевый Хиллари, в чем обвиняли, что она слишком центрист, слишком корпорации поддерживает и так далее. Вот Куомо, он такой хозяйственник, вот что называется. Куомо, он хозяйственник, он прекрасно управлял бы городом. Я уверена, что как мэр он был бы хороший. Но он ушел, его ушли, вернее, с позиции губернатора, потому что был сексуальный скандал, потому что он годами, не то, что там кто-то один что-то, а годами выяснилось, что он преследовал, харасил там своих женских коллег женского пола. Причем я знаю людей, которые 40 лет назад на него работали, еще до всякого его мэрства, и говорят то же самое. То есть он всю жизнь этим занимался, наконец это все всплыло. Ну, такой типичный мужик, там, сколько ему там за 60, да, вот из того поколения, когда можно за попу хватать, и ничего не будет, даже если ты демократ, или тем более, если ты демократ, тебя все любят. Вот, и началось, на него подали там в суды и все такое, и что хуже, ладно, само приставание там, ладно, хуже то, что он начал как бы такую войну против этих женщин, пользуясь своим положением губернатора, начал доставать на них компромат, информацию и так далее конфиденциальную. То есть он, пользуясь своим положением губернатора, на женщин, которые подали на него в суд, начал доставать. Вот это уже все, вот это уже красная черта. Его брат родной Крис Куомо был на CNN, эти, как это называется, вот им, да. И брата уволили с CNN, потому что он, не будучи, он просто ведущий был, но он адвокат по образованию, помогал этому своему брату, который губернатор был, помогал искать какую-то грязь на этих женщин. Его уволили с CNN, а Куомо, соответственно, ушел, не стал дожидаться судов и просто ушел из губернатора. И вот сейчас этот Куомо, как птица Феникс, пришел, говорит, а теперь я хочу быть мэром города Нью-Йорка. И вот в чем проблема. Проблема не в Мамдане, проблема в том, что вот это единственная альтернатива. Жители города Нью-Йорка, которые все еще помнили, вот свежо вот это было, только что еще губернатор, он уходил из губернатора. Ну, ребята, ну что, ну неужели, ну как ты можешь? Причем его прокатили очень сильно. Вот он был против Мамдани в внутридемократических выборах, Адамс идет независимым.
И сейчас он сказал, что он теперь пойдет Куомо тоже независимым. То есть теперь Адамс будет независимый, этот будет независимый. Уже видела смешную где-то мем, было написано смешной, что Куомо не понимает нет не только от женщин, но и от жителей Нью-Йорка. Он отказов не понимает. То есть во всем городе Нью-Йорке не нашлось хорошего человека на позицию мэра. Нашелся какой-то некий четвертый кандидат, который будет, он был генпрокурором Но у нью-йоркским. него никакого опыта управления. У него как раз есть, он генпрокурор. Ну, конечно, по сути, Куомо, то есть Куомо, конечно, самый хозяйственный хозяйственник, и был бы, опять же, мне почему страшно обидно, что я не могу пойти проголосовать за такого, как Куомо. Он был бы отличным мэром, я уверен. Все нью-йоркские проблемы ему были бы как раз по зубам. Но я не могу пойти своими руками проголосовать за человека, который вот это все творил, никак не то, что не раскаялся там, а вообще ничего, еще искал грязь Но на для этих того, женщин. чтобы противостоять дракону, нужно быть драконом. Да. Вот. И теперь еще и говорит, что... И причем у Куомо не было нормальной предвыборной кампании, в том-то и дело. Если бы, может быть, он вышел, сделал какую-то программу, сказал какие-то хорошие, красивые вещи, перед кем-то извинился, еще что-то такое, и программа нормальная. Нет, вся его программа Куомо, вот в чем еще заключается в том, что я не Мамдани. Вот это была вся его программа. Я не мусульманский, этот самый, значит, коммунистический индус. Все. Вот это была его программа. Он был настолько уверен, что сейчас все пойдут из страха, побегут за него голосовать, а его прокатили просто вчистую. Что не То есть работает. люди не боятся. То есть люди видят, что происходит. Понимаешь? Людям, с одной стороны, дорого и сложно жить в Нью-Йорке. С другой стороны, вот эти хитрые лисы, старые, коррумпированные, что Адамс, что Куомо, да, пускай они 100 раз там опытные хозяйственники, но нельзя наглеть, нельзя. Вот, и они хотят, чтобы все жители Нью-Йорка достаточно свободного и принципиального города позакрывали глаза на всю эту муть, которую они творят и будут творить. И главное, что теперь-то у жителей Нью-Йорка есть проблема с этими иммиграционной службой. Если бы не Трамп, я скажу тоже еще такую вещь, если бы у нас был сейчас Камала была бы президент, я думаю, что выбрали бы спокойно этого Куомо. Большинство бы закрыли глаза, на самом деле, на многие вещи. Потому что, ну окей, тут у нас все в порядке, нам надо что-то в городе решать проблемы, какие-то финансы там, еще какие-то. Ну сейчас мы окей, выберем его, будем его ругать там, на чем свет стоит, еще что-то, ну выберем. Но у нас есть Трамп, который посылает своих в фашистской униформе без всяких документов людей останавливать на улицах. А вот этого город Нью-Йорк потерпеть не в состоянии. Это город иммигрантов. Вот, и никто этого терпеть не будет. И поэтому выбирать человека, мы же уже видели, что произошло с Адамсом, да, который прогнется, потому что вот на него уже есть дело заведено, уже даже не надо искать, чем его прищучить, этого Куомо, да. Поэтому понятно, что если его сейчас выбрать, то Трамп его тем же самым blackmail, как это по-русски, Шантаж. да, зашантажируют его тем же самым, спасибо, зашантажируют все ровно тем же самым будет Адамс номер 2. То есть он ему скажет, что вот у тебя сейчас будет федеральное за тобой дело, или ты мне разрешишь сделать в городе все, что я хочу. Что скажет Куомо? Если бы мы, жители Нью-Йорка, думали, что Куомо скажет, пойдет на принцип, но мы же уже видим, что Куомо не умеет идти на принцип. Все, он уже себя в этом смысле показал. А то есть понятно, что сейчас будет вторая ситуация с Адамсом, так зачем это нужно тогда? То есть приоритеты поменялись. Если бы была спокойная обстановка в стране, нормальный президент, спокойно все, голосовали бы за какие-то свои интересы. И вполне вероятно, что Куомо был бы. Но поскольку его есть чем брать за пятую точку, а он уже показал, что он совершенно беспринципный, коррумпированный, хитрый мужик, при всех его достоинствах, которых много, он реально хороший администратор, так сказать, и все это. И вот, и был хорошим губернатором. То есть то, что важно сейчас, нас в нем не устраивает. И все, вот посмотрим теперь, посмотрим. Я думаю, что сейчас ему будут платить все эти Адамсы, все будут платить Куомо, чтобы он вышел из гонки, потому что он главный претендент как бы против. Да. Вот, и если он останется, голоса разделятся, и тогда Мамдани точно выиграет.
потому что голоса разделятся. Вот, поэтому если убрать сейчас всех, так сказать, лишних, им сейчас будут что-нибудь предлагать, чтобы они ушли. И тогда вот не знаю, что. Интересно посмотреть. Да, говорят, был какой-то момент, когда Куртису Сливе предлагали, надеялись, что ему предложат позицию в администрации, чтобы он перестал быть кандидатом, и тогда Куомо мог бы стать кандидатом от республиканцев. Но там у вас просто такие планы, такие... Посмотрим, когда у вас выборы-то? Ну, в ноябре же, когда всегда выборы. И вот теперь мы это будем наблюдать в Нью-Йорке, из Нью-Йорка до ноября. Боже, ну хоть что-то другое от Трампа, окей. Да. Ну, по-моему, интересная очень ситуация, и мне, честно говоря, самой интересно. То есть я знаю, что я... Извини, а вот с точки зрения противостояния Трампу, как каждый, то, что ты говоришь, хозяйственник, не хозяйственник, мусульманин или все эти разные аспекты, но есть же президент, который явно собирается вести и ведет войну с большими городами. Мы видим, что он сейчас делает с Лос-Анджелесом, и теперь, учитывая, что бюджет Айса, который мы с тобой обсудили, возрос до небес, явно это делается для того, чтобы такую же политику проводить в других больших городах. А как разные кандидаты мэры, которые их спрашивают про антисемитизм, что они говорят по поводу Трампа, как они собираются ему противостоять и что делать? Вот это прекрасный вопрос. Я думаю, что это главный вопрос на этих выборах. И на этот выбор никто не может ответить. То есть Мамдани, безусловно, говорит и скажет, что он будет противостоять и бороться. Ну, вся его политика, так сказать, она против Трампа и против этого всего. Вопрос, сможет ли он это сделать реально? У меня нет ответа на этот вопрос. Если бы он каким-то образом показал, что он сможет бороться, не вызвав при этом гражданскую войну здесь, да, то номинация была бы у него в кармане, ну, в смысле, позиция мэра. Но он действительно молодой и неопытный, это главная к нему претензия, что он действительно ничего до этого не сделал. Непонятно, как он себя будет вести. Город большой, сложный, требует навыков, требует опыта, и его нет у Мамдани, и поэтому ему сейчас сказал, что он не будет за него голосовать, потому что вот не умеет человек. Хорошо разговаривает, но ничего не умеет. С другой стороны, учитывая, что Министерство юстиции имеет планы и на мистера Адамса, и на мистера Куомо, как они смогут противостоять в такой ситуации, непонятно тоже. Exactly. Совершенно верно. Вот это-то и есть проблема, потому что город видит, что эти двое клоунов, они уже на них, у них мишень вот так, все, у них на них мишень. И на Адамсе она уже как бы уже все ясно, как он повел себя. И на Куомо такая же мишень. Нет ничего, что сейчас Куомо говорит, делает или раньше, что могло бы свидетельствовать о том, что он займет принципиальную позицию, скажет, вы меня там судите, а пока вы меня судите, я не буду это самое. Нет таких свидетельств. Скорее всего, он прогнется. Теперь и есть Куртис Слива. Но Куртис Слива, опять же, он клоуном был еще до всяких мишеней. Поэтому, он точно, он почему, он и так против иммиграции, он этих, я думаю, что иммиграционную службу просто с распростертыми объятиями сюда примет. То есть, вот. Есть еще вот этот, как я сказала, бывший генпрокурор Нью-Йорка, который тоже будет идти, судя по всему, независимым. Вот он, на него нет никакой грязи, он, судя по всему, порядочный человек, он достаточно такой центрист, он проеврейский, произраильский, кстати, то есть вот всем таким людям он понравится. Демократ при этом, ну, про него никто ничего не знает, то есть он не яркая фигура, он не сделал так, чтобы мы о нем уже узнали. Вот мне говорят, а почему ты, вот узнайте сами про него? Ну хорошо, почему я должна сама узнавать про него? Это же часть заботы кандидата сделать так, чтобы мы о нем узнали. Это его первый проверочный экзамен. Как он сделает так, чтобы люди узнали. Вот Мамдани, про которого я еще 3 месяца назад вообще имени этого не знала даже, да, каким-то образом я узнала, он меня заинтересовал каким-то образом, да, а этот человек пока что никак себя не проявил, вот, когда, может быть, он себя проявит, может, он как-то, ну, я очень сомневаюсь, что вот на фоне вот этих всех одиозных фигур он как-то сможет выбиться вперед. Ну что ж, перед тем, как мы завершим наш эфир, пару слов или больше, чем пару слов, потому что микрофон тебе в руки. Еще один важный бывший резидент города Нью-Йорка, ныне далеко, так сказать, уже не живой, Джеффри Эпштейн, который сейчас является как бы бичом существования президента Трампа, тоже бывшего нью-йоркца, который, вот ему не нравился Нью-Йорк, он из Нью-Йорка уехал, вот всем другим пример.
А что ты думаешь по поводу того, что сейчас происходит с МАГА? Считаешь ли ты, что, возможно, это каким-то образом может успокоиться? Вот Стив Беннон говорит, что последняя статья в The Wall Street Journal, настолько она была плоха к Трампу, что его база аж против него может объединиться обратно вокруг Трампа. Как ты видишь эту ситуацию? Или тут что-то происходит фундаментальное? Тут, ну, во-первых, я думаю, что тут отдельный эфир нужен для этого. Но эм, я не знаю, был ли какой-то список Эпштейна. Дело в том, что тут смешное другое. Смешно, что они же сами, трамписты, кричали про этот список, у Пам Бонди он лежал на столе, а теперь, оказывается, его нет. Да? То есть вполне вероятно, что нет никакого списка. Зачем ему список клиентов? У него, он же не был сутенером, там, этот Эпштейн, да, они там сами развлекались, были какие-то вечеринки, как я это вижу. Устраивали для богатых вечеринки, туда приходили все, включая, я уверена, и Трампа, и кого только там не было. И вполне вероятно, у них есть какие-то доказательства, что эти люди там были. Но трамписты, вот эти все, которые сначала кричали, что у них список, в котором Хиллари Клинтон насилует детей, и он лежит на столе, да, у Пэм Бонди, а теперь они просто в течение секунды переметнулись и сказали, что никакого списка нет, а все, кто говорит, что список есть, они антитрамписты и предатели, да, вот это очень смешная ситуация. Ну, я не знаю, посмотрим на то, как судебная система развернет эту машину и как бы как это все будет, потому что там же еще сидит эта Гислейн, подруга Эпштейна сидит, и она уже что такое сказала, что она готова перед Конгрессом выступить. Вот это будет, да, это самое интересное, и доживет ли она до этого выступления в Конгрессе, вот тоже интересно. Вот, потому что уже ж понятно, что происходит. Ну, кстати, печальные вот новости, что вчера CBS сказал, что закрывает программу Стивена Колбера. Это немножко связанные тоже вещи. Я вот почему хотела сказать, что он супер популярный там ведущий, критик большой и Трампа, и вообще республиканцев. 20 лет, наверное, он ну, очень известный человек. И до такой степени он начинал как никто, там начинал просто какие-то на Comedy Central, на этом комедийном канале, начинал какие-то программы, дослужился до ведущего вечернего самого популярного шоу на CBS. И Трамп с CBS, как это сказать, иск, они договорились до того, что закрывают этот иск, выплатит себе 16 миллионов Трамп. Иск был за то, что Трамп начал судить себе за то, что перед выборами прошлыми, якобы, когда у них было интервью с Камалой Харрис, они его отредактировали. То есть Трамп сказал, что себе отредактировали интервью с Камалой Харрис, чтобы выставить ее в лучшем свете. И он за это их начал судить и судил, и судил, и судил, пока CBS уже не сдалось. И заплатили им 16 миллионов, но все говорят, что они легко могли доказать, что это не так, но просто это прогнулись, вот боятся. То есть взятка, грубо говоря, Трампу, чтобы они от них отстали. И говорят, что часть этого договора о закрытии исков включала в себя то, что выгоняют Стивена Колбера, то есть потому что Трамп его ненавидит, естественно. То есть начинают закрывать рты уже всем, вот критикам, начинают увольнять, вот так вот это все начинается, то, о чем мы с тобой говорили про свободу слова. Вот, и с этими списками Эпштейна то же самое. Wall Street Journal сказал, что он сейчас опубликовал письмо Трампа Эпштейну на день рождения, где он там рисовал какие-то неприличные ему там картинки на день рождения. Трамп предупредил их, чтобы они этого не делали, они это сделали. Трамп сейчас собирается подать на них в суд. Wall Street Journal – это самая правая, пожалуй, ну, из мейнстримных газета Америки. То есть дожить до того, что они теперь против Трампа, это, конечно, очень интересно. Ну что ж, Ань, спасибо тебе за эту беседу. И теперь мы знаем намного больше и про выборы мэра в Нью-Йорке. Поэтому, друзья, мы не можем просто списывать наше неприятие кандидата антисемитизмом. Давайте разбираться глубже. Можно я Да, последнее слово? Последнее. Вот конечно. ради чего я про Мамдани хотела сказать, все это заводила. Мы как-то вот так. Последнее слово. Вы, ребята, вот смотрите. Почему показательна эта ситуация с Мамдани? Почему это такой момент учебный очень для вас всех? Когда были нормальные, либеральные кандидаты, обычные социал-демократы, будь то Берни Сандерс, будь то Камала Харрис, я уже не говорю про Байдена, уж кто центрист, и вы кричали, что они
коммунисты, мусульмане, ну, там про Камалу, да, Обама, мусульманин, коммунист, коммунисты, мусульмане, антисемиты, это то, что вы кричали про каждого либерального кандидата от демократов, нормального социал-демократа. А что, это было неправдой? Вот. А вот вы подумайте сами. Вот сейчас у вас будет мусульманский социалист, мусульманин-социалист, реально левый, не такой, как Камала, прокурор бывший, и Байден. Вот они не левые, они просто нормальные демократы такие, центристы достаточно. Так вот, теперь у вас будет настоящий мусульманин и социалист. Сравните, пожалуйста. Потому что вот это вот крики «волки, волки, волки» – это была моя основная идея. Вот многие годы я вам говорила, не орите волки, потому что у вас будет реальный потом мусульманин и коммунист, и я не знаю, там он антисемит или нет, скорее всего, нет. Он не антисемит, конечно, но он точно против Израиля. То вы увидите разницу, а будет поздно. Потому что вы столько орали одно и то же про них, что теперь вам никто не поверит. Вот подумайте об этом. Потому что в следующий раз, когда у вас будет нормальный кандидат типа Камалы Харрис, не надо орать, что она антисемитка, мусульманка или не знаю, кто там она еще и коммунистка. Сравните, что называется, почувствуйте разницу. Вот это была моя основная тема. Друзья, почувствуйте разницу. Вы смотрите и слушаете Rashkin Report, и у нас в гостях была Анна Гейшерик, у которой замечательный канал Direct Speech Podcast. Подписывайтесь. Прямая речь. Да, прямая речь, и вы будете знать больше, думать чаще. А пока что вы смотрите Rashkin Report, так что подписывайтесь, жмите лайки. Слава Украине! I'm Israel High, свобода всем народам и God bless America. До новых встреч, друзья. Героям слава, спасибо, до свидания. Спасибо.